лучшие ТВ-приставки на 2022 год, а в конце будет 3 бонусных ТВ-бокса для самых искушенных. Поэтому смотри до конца. Поехали! На первом месте нашей сегодняшней подборки модель на базе Android 9.0, доступная у продавца в нескольких вариантах. В модели KM9 имеется HDMI порт, тогда как KM3 подойдет для телевизоров, в которых есть только AV вход. В данной модели есть Wi-Fi 5 ГГц, процессор 4-ядерный M-Logic S905X2. На странице с товаром можно выбрать наиболее подходящий комплект в соответствии с вашими критериями. Комплектация может быть разной. Просто с пультом, есть вариант с клавиатурой и аэромышкой, и объем памяти также различен. Каждое приложение прошло сертификацию, в том числе Android TV. Кабель HD и блок питания поставляются в комплекте. В целом это неплохой вариант приставки и точно стоит присмотреться к ней поближе. Недорогая базовая модель. Да, из коробки машинка многого не предложит, но обилие программ, которые можно скачать, решает эту проблему. Из преимуществ стоит отметить свежее обновление до операционной системы Android 11, хотя тут часть моделей еще продается в 10-й версии операционной системы, и 64 гигабайта встроенной памяти плюс 2 гигабайта операционной. Модель поддерживает видео 4К, а его видеопроцессор Mali 450 работает довольно шустро и формирует живую картинку. Дешевый ТВ-бокс без особых огрехов, но придется поработать с установкой ПО. Подойдет желающим сэкономить. Следующая приставка в подборке оснащена светодиодным экраном, операционной системой Android 9.0 и объемом памяти в 4 гигабайта. Статус устройства, включено или выключено, можно отслеживать по индикатору, расположенному на дисплее. Плюс на экран выводится текущее время. USB-порты имеются, их здесь 2. AV также предусмотрен. Благодаря процессору M-Logic S905X3 на 4 ядра устройство не тормозит и не лагает. Доступно подключение 5G и USB 3.0. Имеется поддержка 4К. Единственный минус модели – это, пожалуй, несколько неудобное управление с пульта, но такая проблема легко решается с помощью аэромышки. Модель выпускается в 2 версиях. При покупке стоит обратить внимание, чтобы попался аппарат именно с 4 гигабайтами оперативной памяти. Он работает гораздо быстрее, и вдобавок только эта версия оснащается двухдиапазонным Wi-Fi. Чип M-Logic S905X4, установленный в X96X4, хорошее и современное решение, но прошивка плеера, честно говоря, требует доводки. Возможны баги с HDMI. Впрочем, компания их оперативно фиксит. ТВ-бокс имеет аж 128 гигабайт встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной. Играет видео до 8К 24 Гц и оперируется на операционной системе Android 11. Мощный процессор, поддержка 8К, но при этом базовая прошивка не лишена недостатков. Подойдет желающим получить новое решение и готовых приложить к нему руки. ТВ-приставку на Android 9.0, которую я хочу вам представить следующей, оценят ценители объемного звука. При условии подключения через LAN скорость может достигать 1000 МБ в секунду. Поддерживает доступ к Wi-Fi 6, процессор S922XG обеспечивает стабильную работу устройства. На приставке можно просматривать видео в 4К, а управлять с помощью голоса. На главной странице с товаром продавец предлагает приобрести вариацию комплекта, в которой вошли 2 пульта и клавиатура. Устройство практически не перегревается, не превышает отметку в 42 градуса даже в условиях большой нагрузки. Мощная приставка на чипе M-Logic S905X4. Аппарат предлагает полный фарш. Работает с видео 8К до 24 Гц и 4К 60 Гц. Поддерживает YouTube HD 4К. Имеет двухдиапазонный и весьма стабильный Wi-Fi и интернет 100 Мбит. Хорошее решение за сравнительно небольшие деньги, обвинить которое можно лишь за не всегда идеальную работу связки ПО и железа. Много возможностей за минимальную стоимость, однако ПО еще в стадии шлифовки. Подойдет стремящимся получить универсальное устройство за недорого.
Отличный бюджетный вариант ТВ-бокса. Оперативная память 4 ГБ, встроенная 64. Процессор RK3229 довольно мощный. Доступна поддержка 2.4G и 5G. Модель имеет приятный дизайн, корпус матовый, отпечатки пальцев на нем незаметные. Товар полностью соответствует заявленному продавцом описанию. Качество изображения здесь среднее, скорость несколько хромает, но и стоимость модели минимальная, поэтому не стоит требовать от нее слишком многого. Впрочем, основные задачи он выполняет. Аппарат из серии достал из коробки и работает. Да, Xiaomi Mi TV Box S не может пощеголять операционной системой завтрашнего дня. Тут используется Android 8.1. Обилием памяти тоже не может похвастаться. Тут всего 2 ГБ оперативной и 8 ГБ накопителя. Зато плеер работает абсолютно стабильно и формирует весьма четкую картинку. Четырехъядерный процессор Cortex A53, графика Mali 450, поддержка 4К на 60 Гц. Включил и все заработало. Из минусов не самое современное ПО и железо. Подойдет ценителям эргономичного подхода и тем, кто не хочет заморачиваться. Еще одна бюджетная модель ТВ-приставки неплохого качества. Антенна на Android 9.0, внутри четырехъядерный процессор Allwinner H6. Доступно два варианта к покупке. Первая модель с оперативной памятью на 2 ГБ и встроенной на 16, а вторая на 4 и 64 ГБ соответственно. Вторая модель, кстати, поддерживает беспроводную сеть Wi-Fi 5 и 8G, чем не может похвастаться первая. Комплектация может быть минимальной, с одним пультом, а может включать клавиатуру и мышь. Из недостатков отмечу несколько неудобное расположение USB портов. Возможно, для кого-то этот факт существенное основание для пересмотра решения покупки. AirBox R2 использует OS Android 11, имеет 8 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной. А на борту трудится четырехъядерный Cortex A55 RK3566 с графикой Mali G52. Не забыт гигабитный интернет и картридер карт памяти формата microSD. При взгляде на модель на ум приходит имя Xiaomi. Так и есть. Аппарат использует наработки фирмы по согласию с компанией, но не вправе размещать ее имя. ТВ-бокс работает без особых багов, и в этом плане он не доставит особых хлопот владельцу. Стабильная работа, но высокая цена, с учетом применимых решений, подойдет имеющим возможность переплатить за отсутствие глюков. Если вас не впечатлили предыдущие модели приставок в подборке, то эта приставка вам точно понравится. Одно из главных преимуществ – 128 ГБ встроенной памяти. Процессор на 4 ядра M-Logic S922X, оперативной памяти 4 ГБ. Интернет-порт имеется. К сожалению, без капли дегтя в бочке меда здесь не обошлось. Дело в том, что в стандартной, но урезанной прошивке Android 9.0 в маркете может не оказаться той версии приложения, которую вы ищете. С другой стороны, эта проблема решаема. Сегодня на просторах интернета доступна прошивка, совместимая с данной приставкой, благодаря которой выбор приложений в приставке существенно расширится. ТВ-бокс появился в продаже совсем недавно, и он под завязку напичкан самыми современными решениями. Android 11, 128 ГБ постоянной памяти, гигабитный интернет, видео 8К 24 Гц и даже голосовой ассистент. Тут все по высшему разряду. Cortex A55 с графикой Mali G52 воспроизводят видео отлично. Как следует покопавшись в магазинах приложений, из плеера можно получить почти идеал. Достойное современное решение, единственное, сразу из коробки не все умеет, придется немного покопаться. Подойдет поклонникам всего самого нового. Модель от нераскрученного бренда, но определенно она заслуживает своего внимания. Прошивка Android 9.0, процессор четырехъядерный M-Logic S905X3, вентиляция сквозная, антенну можно переставлять по вашему желанию с целью усиления сигнала Wi-Fi. Имеются входы HDMI, 2 USB, TF и интернет, поддержка автофреймрейта, 4К и других форматов. Управление простое, интуитивно понятное.
Последняя версия ТВ-бокса от UGAS, приставка UT8 Pro, стоит далеко не дешево, но и предлагает при этом очень много. Под капотом тут Cortex A55 Rockchip RK3568 и Mali G52. Операционная система установлена Android 11. 4 гигабайта операционной памяти, постоянной памяти 64 гигабайта. UGAS UT8 Pro работает с видео 4К 60 Гц, поддерживает HDR10 и оснащается хитрым пультом дистанционного управления с гироскопом и модулем голосового управления. Показывает бокс очень здорово. Отличное качество изображения, однако высокая цена. Подойдет ценителям всего лучшего. С процессором M-Logic 905X3B на Android TV 9.0. Доступны версии на 32, 64 и 128 гигабайт встроенной памяти. Оперативка 4 гигабайта, вне зависимости от выбранной комплектации. Заводское программное обеспечение оставляет желать лучшего, но с помощью Wi-Fi это не проблема. При желании можно обновить систему через интернет. AV-порт в модели предусмотрен, что позволит подключаться к устаревшим моделям телевизоров. К сожалению, не исключены сбои в работе из-за перегрева устройства, но если нагрузки несущественные, то этой проблемы можно избежать. Haka Mini использует четырехъядерный процессор M-Logic S905U2 с графикой Mail G31, оснащается двухдиапазонным Wi-Fi и отличной работой с видео 4К. Кадр, формируемый аппаратом, наконец-то, кажется достаточно глубоким и объемным. Хорошее качество изображения, однако операционная система всего лишь Android 9, подойдет видеофилам. Процессор S905U2, в отличие от типичных ТВ-боксов, не занимает места на полке и его можно спрятать за телевизором. Прошивка Android 8.1, подключение к сети только посредством Wi-Fi. Продавец предлагает варианты с 2 и 4 гигабайтами оперативной памяти и 16 и 32 гигабайт встроенной соответственно. Корпус включает в себя порты 1 USB 3.0 и microUSB, поддерживает автофреймрейт и Dolby Digital. Эту приставку оценят консервативные покупатели, кто не гонится за высокими цифрами в технических характеристиках. В работе стик не вызывает проблем и сложностей, не глючит, не греется, не тормозит. Все просто, понятно, удобно. Сервисы Google предустановлены. Из маркета можно установить все, что угодно. Если ищете продвинутый ТВ-бокс премиум класса, то определенно стоит обратить внимание на GT King Wi-Fi, которая пришла на смену версии Pro. Эта смарт-приставка привлекает сразу 3 сильными сторонами, включая мощность, возможность запускать современные игры, а также шикарный звук. Истинные поклонники качественных медиафайлов оценят технологию Advanced Video Engine Gen 10, отвечающая за декодирование файлов с кодеком H265. Реализована поддержка HDR10 и Prime HDR. Можно воспроизводить 4К при 60 кадрах в секунду. Помимо прочего, необходимо отметить наличие 64 гигабайт встроенной памяти, реализовано много полезных портов, включая HDMI 2.0. Плюсы, одна из самых мощных, 4К при 60 кадрах в секунду, технология Dolby Vision и ускоритель Mali G52 MP6. Из минусов, в наличии ее найти не так-то и просто. Это уже флагманский уровень Android TV приставок, что просматривается не только в плане цены, но и в области функционала техники. Продвинутый медиаплеер поддерживает широкий набор игровых опций. Стоит заметить, что можно не только скачивать приложения в Google Play, но и пользоваться облачным геймингом GeForce. Это говорит о доступе к World of Tanks или, например, CSGO. Функционирует гаджет на базе Android TV 9, а интересной опцией являются Chromecast, в силу чего можно транслировать контент непосредственно со смартфона. Хорошая мощность при этом обусловлена поддержкой чипа Tegra X1. Конечно же, можно воспроизводить картинку в формате 4К, есть поддержка технологии расширенного динамического диапазона HDR10. Из плюсов — воспроизведение со смартфона, поддержка 4К формата, облачный гейминг, процессор Tegra X1. Минусов я не обнаружил.
Из названия ясно, что это премиальная приставка Smart TV, которая позволяет наслаждаться видео в формате 4K HDR. При этом модель Apple TV 4K отлично подходит для использования интерактивных игр, пользоваться Netflix, Red Bull и другими программами. Стоит добавить, что производитель предложил шикарную коллекцию контента. В медиатеке доступно более 1000 популярных сериалов, и не забываем про фирменный сервис Apple TV+. Стоит отметить, что пятое поколение мультимедийного плеера оснащается 6-ядерным процессором, функционирующим в паре с 3 гигабайтами АЗУ типа LPDDR4. К числу сильных сторон приставки необходимо отнести поддержку Bluetooth 5.0, а также двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Из плюсов — быстрая память, высокая мощность, Apple TV и iTunes, подсистема Power VR, а про минусы тут тоже сказать нечего. К лучшей приставке тебе понадобится хороший и желательно недорогой телевизор, так что посмотри вот это видео и напиши в комментариях свой вариант лучшего ТВ-бокса.